told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. В последнее время я видела много видео, которые не совсем объясняют ситуации с участием Тэхёна, когда кто-то проявляет чрезмерную привязанность к Чингуку или, скорее всего, непреднамеренно отвлекает на себя его внимание. Я, конечно, далека от того, чтобы точно знать, что происходит у него в голове, но игнорировать его действия, когда что-то происходит прямо у него на глазах, я не могу. Поэтому, анализируя эти видео, я хочу подчеркнуть, что это всего лишь мои личные наблюдения. Я не делаю никаких выводов с уверенностью, потому что, очевидно, не являюсь обладателем истины, и я ни в коем случае не хочу делать никаких злонамеренных комментариев в адрес других участников. Цель этих видео – просто наблюдать за поведением Тэхёна, когда что-то происходит через его выражение лица. Однако это не означает, что его реакции обязательно вызваны взаимодействием этих людей друг с другом. Помните, мы говорим об одной команде и его собственных друзьях. Поэтому я ожидаю уважения ко всем упомянутым здесь людям. Теперь я хотел бы начать с 28 ноября 2018 года, если быть точным. В то время участники группы присутствовали на церемонии вручения премии Asian Artist Awards. За исключением нескольких моментов легкого напряжения между Тэкуком и Чингуком, ситуация, похоже, была связана с друзьями Чингука. Хотя точная причина поведения Тэхёна неизвестна, важно помнить, что он не из тех, кто ревнует без причины. Это только делает эпизод еще более подозрительным, хотя, опять же, это всего лишь предположение. Когда они сидели рядом во время фотосессии, мы сначала увидели, как Югём из GOT7, близкий друг Чингука и также участник 97 краткой линии, коснулся плеча Чингука, привлекая его внимание. Чингук тут же повернулся, чтобы поприветствовать его, и, похоже, они пожали друг другу руки. Тэхён тоже заметил это взаимодействие, казалось, инстинктивно отреагировал небольшим жестом, приближаясь. Тэхён попеременно взглянул на Югёма и Чингука, затем уставился прямо перед собой с бесстрастным лицом. Потом он подошел ближе, словно стараясь не показывать свои намерения слишком явно. Однако, когда Чингук повернул голову и почувствовал на себе взгляд Тэхёна, его следующее движение подчеркнуло странное поведение, которое он демонстрировал до этого. Когда Чингук попытался позвать друга и освободить место для более комфортного разговора, Тэхён, похоже, был единственным, кому эта идея не понравилась. Это было очевидно потому, как он пристально смотрел на Чингука, облизывал губы, а затем отворачивал голову в сторону с серьезным, недружелюбным выражением лица, не подозревая, что кто-то еще наблюдает за ним. Однако, когда Чингуку удалось уговорить Югёма присесть рядом с ним, чтобы поговорить, Тэхён сразу это заметил и ничего не сделал, кроме как уставился на них. Его выражение лица стало еще более выразительным, он закатил глаза и продемонстрировал недовольство. Некоторые могли бы счесть это не связанным с общением Чингука и его друга. Однако жесты Тэхёна говорили сами за себя, то, как он закатил глаза от явного раздражения, и то, как странно надулись губы, заставили меня подумать, что происходит что-то необычное. Пока Чингук был поглощен разговором с Югёмом, который даже ласково коснулся его плеча, поведение Тэхёна становилось все более серьезным. Его выражение лица было далеко от той дружелюбной энергии, которую он демонстрировал, когда только приехал. В то время как все весело позировали для групповых фотографий во время мероприятия, и никто, казалось, не испытывал проблем с тем, чтобы показать свою радость на камеру, Тэхён был единственным, кто не пытался притворяться, что испытывает какие-то чувства, которые не хотел показывать. Он всегда был известен своей открытостью в выражении эмоций. Он не выглядел взволнованным, и его поведение выделялось, потому что контрастировало с общей атмосферой. Эта разница в энергии могла быть признаком того, что на него что-то влияет. Хотя невозможно сделать какие-либо однозначные выводы о причинах его поведения, странно, что все началось сразу после того, как Чингук притянул Югёма ближе. Несмотря на это, остальные участники продолжали позировать естественно. Сам Чингук, казалось, не замечал внутренних переживаний Тэхёна. Выражение лица Тэхёна оставалось таким же напряженным, как и прежде, и его настроение явно было подавленным.
Когда Тэхён получил новый ракурс для очередной групповой фотографии, ему наконец удалось улыбнуться и позировать с остальными, но улыбка быстро исчезла, и неловкая атмосфера вернулась. Когда группа начала прощаться, чтобы участники Бэнгтрон могли выразить свою благодарность за важную награду вечера, Тэхён и Чингук шли отдельно, как и остальные участники. Однако, когда Чингук поприветствовал и обнял Бэм-Бэма, также участника 97 краткой линии и партнера Югёма, поведение Тэхёна было похожим. Он также поприветствовал и обнял Марка, еще одного участника Джоути-7. Но когда пришло время сформировать групповой круг, Тэхён решил встать рядом с Чингуком, который все еще болтал с Бэм-Бэмом, и попытался привлечь его внимание, чтобы тот присоединился к ним. В этот момент и Тэхён, и Бэм-Бэм одновременно попытались положить руки на плечи Чингука, что привело к неловкому столкновению. Некоторые истолковали это как попытку Тэхёна оттолкнуть руку Бэм-Бэма, но, честно говоря, это не выглядело как намеренное действие. В конце концов, даже в близких отношениях совершенно нормально испытывать моменты разочарования или дискомфорта, которые не выражаются напрямую. В данном случае, похоже, между Тэхёном и Чингуком не было серьезной ссоры, что свидетельствует об их эмоциональной зрелости. Однако тот факт, что Тэхён так себя повел и выразил свои странные чувства своим поведением, заставляет нас думать, что что-то все-таки происходит. 15 октября 2022 года Хобби, Чимин, Тэхён и Чингук вели прямую трансляцию после своего концерта в Пусане. Пока Чингук выражал беспокойство за фанатов, приехавших издалека, и надеялся, что они благополучно вернутся домой, Чимин нежно коснулся волос Чингука и пожелал ему приятного аппетита. Когда Тэхён заметил через камеру, что Чимин трогает волосы Чингука, он быстро положил руку ему за голову, из-за чего Чимин отдернул руку, создав несколько неловкую атмосферу. Как только Чимин посмотрел на него и улыбнулся, убирая руку, Тэхён заметно сглотнул, прежде чем снова обратить внимание на камеру. Все это выглядело очень показательно. Тэхён держал руку на Чингуке на протяжении всей трансляции, и было ясно, что его действия были преднамеренными. Он не пытался занять выгодную позицию, но, похоже, у Тэхёна были определенные чувства, которые заметил даже Чимин, в конечном итоге позволив Тэхёну продолжать трогать Чингука. Многие сравнивали этот момент с похожим инцидентом на шоу «Are You Sure?», хотя, с моей точки зрения, это не выглядело сознательным. В любом случае, пожалуйста, воздержитесь от негативных комментариев в адрес Чимина. Такие чувства могут возникать, но они абсолютно не имеют отношения к их дружбе. 2 декабря 2016 года BTS посетили церемонию «Мама». В то время некоторые фанаты начали предполагать возможное второе расставание Тэхёна и Чингука. Хотя это никогда не обсуждалось публично, говорили, что Чингук эмоционально отдалился от Тэхёна, ожидая от него более серьезных отношений. Это напряжение было наиболее очевидно в период с декабря 2016 года по март 2017 года, когда Тэхён пытался вернуть внимание Чингука, как и объяснила в хронологии отношений Тэкука в 2016 году в их плейлисте. В частности, одним из событий, которое, казалось, стало поворотным моментом, стало резкое изменение настроения Тэхёна перед тем, как он понял, что к Чингуку подошел человек в маске. Но опять же, это никак не связано с их дружбой. В конечном итоге, хотя Тэхён может испытывать ревность или странные эмоции, когда кто-то другой привлекает внимание Чингука, это не делает его плохим человеком. У всех нас сложные чувства, и в таких глубоких отношениях, как у Тэхёна и Чингука, подобные моменты естественны. Самое важное – это то, что Бэнгтрон сохраняют крепкую дружбу, и что любовь между Тэхёном и Чингуком остается сильной и искренней, вне всяких приступов ревности. Оставьте комментарий, если хотите больше подобных видео. Не забудьте подписаться на этот канал, чтобы получать похожий контент, и поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если вы хотите поддержать этот канал, вы можете сделать это через Super Thanks или став участником, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту. Также подписывайтесь на меня в социальных сетях TikTok, Instagram, мой второй канал на YouTube и мой канал в WhatsApp, где я всегда уведомляю вас о загрузке новых видео. Большое спасибо за просмотр до конца. Увидимся в следующем видео про Тэкука. Tell me what's wrong and
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.